В 1931 году археологи нашли объект, которого не должно было существовать в этой точке истории. Камеру без входа, запечатанную так, будто ее никогда не открывали. Когда исследователи разобрали часть кладки, внутри был только один объект, и он не совпадал ни с одной известной археологической категорией. Внутри лежала каменная плита. Сначала ничего обычного, пока они не увидели поверхность. Вся поверхность была покрыта тысячами мелких насечек. Они располагались рядами, словно кто-то на протяжении многих лет наносил новые отметки поверх старых. Первая гипотеза – календарь. Вторая – система учета урожая. Третья – хозяйственная запись. Но ни одна из этих версий не выдержала даже базовой проверки. Потому что внутри системы появился элемент, который ломал всю логику. Один повторяющийся символ, не объясняемый никакой известной функцией записей. Символ сердца повторялся в разных местах, рядом с насечками, внутри кругов, даже рядом с фигурами людей, будто он был не украшением, а частью системы. А под всей композицией находилась единственная строка текста. Всего 4 слова. Именно они превратили находку в одну из самых обсуждаемых археологических загадок своего времени. Надпись гласила: «Счет продолжается до сих пор». И именно эта фраза стала причиной, почему интерес к находке вышел за пределы науки. Если вам нравятся подобные разборы странных находок и необъяснимых артефактов, подпишитесь, дальше станет только интереснее. Потому что эта фраза полностью изменила направление исследования. И все изменилось, когда исследователи впервые задались вопросом, что именно здесь считали, и почему неизвестный автор был уверен, что подсчет продолжается даже сейчас. Ответ появился далеко не сразу. В течение нескольких лет специалисты пытались расшифровать остальные символы на плите. Большинство знаков не были похожи ни на одну известную систему письма древнего мира. Первым удалось перевести один повторяющийся термин, и он оказался неожиданным даже для лингвистов – намерение. Оно встречалось рядом с каждым символом сердца. Сначала это приняли за религиозный язык, затем за моральный кодекс, но ни одна из версий не объясняла структуру текста. Затем появилась другая версия. Возможно, плита описывала некие моральные правила древнего общества, но дальнейшая расшифровка разрушила обе гипотезы, потому что следующая строка содержала утверждение, которое никто не ожидал увидеть в документе столь древнего происхождения. Мы считаем не дела, мы считаем причины. После этой строки исследователи впервые перестали рассматривать текст как исторический документ. Именно после этого открытия интерес к находке резко вырос. К работе подключились историки, лингвисты и математики из нескольких университетов. Они обнаружили странную закономерность. Ряды насечек были разбиты на циклы. Каждый цикл завершался символом сердца внутри круга, а затем начинался новый. Всего было зафиксировано 27 циклов, и это число позже оказалось повторяющимся и в других артефактах. Именно тогда один из исследователей заметил еще одну деталь. Возле окончания каждого цикла находился отдельный знак – фигура человека, смотрящего вверх. Рядом с ней была короткая надпись, одинаковая во всех случаях – «Шум превысил меру». И самое странное – эта фраза появлялась только в конце каждого цикла, как фиксированный сигнал завершения. Никто не понимал ее значения, но именно эта фраза вскоре приведет ученых к самой тревожной части всего текста. Самая тревожная часть надписи находилась на обратной стороне плиты. Долгое время археологи даже не подозревали о ее существовании. Поверхность была настолько изношена, что казалась полностью пустой. Лишь спустя несколько десятилетий новые методы сканирования позволили обнаружить скрытый текст. Именно там впервые появилось слово, которое полностью изменило интерпретацию находки.
Это слово переводилось как «наблюдатели». И это не были боги, духи или правители. Термин был строго нейтральным и техническим. Согласно тексту, они существовали с самого начала человеческой истории и следили за каждым циклом подсчета. Но дальше следовала еще более странная фраза. «Они не слышат слов, они слышат шум сердец». После этой строки исследователи впервые начали рассматривать текст как описание системы измерения, а не философии. Что означал этот шум, текст не объяснял. Однако следующая строка заставила исследователей забыть обо всех остальных загадках, потому что она описывала принцип самого подсчета. Каждый выбор оставляет след, каждый замысел создает звук, каждый народ складывает свою меру. Авторы утверждали, что существует некий показатель, который постепенно накапливается внутри цивилизации. Он не связан с богатством, не связан с технологиями, не связан с военной силой. Он зависит только от намерений людей. Именно поэтому, как говорилось в тексте, две эпохи могут выглядеть одинаково, но иметь совершенно разную меру шума. И именно тогда исследователи заметили деталь, которую раньше никто не принимал всерьез, но один цикл оставался незавершенным, и именно в этот момент впервые появилась мысль, которую никто не хотел озвучивать вслух. Если система реальна, она не описывает прошлое, она описывает процесс, который все еще продолжается. Это открытие полностью изменило направление исследования. Ученые решили внимательнее изучить все упоминания шума сердец. Именно тогда начала проявляться странная закономерность. В тексте снова и снова повторялась одна и та же мысль. Авторы документа не считали отдельного человека важной единицей измерения. Их интересовало состояние всего общества. В тексте утверждалось, каждый человек добавляет свой голос в общий шум эпохи. И чем больше совпадают желания людей, тем быстрее растет этот показатель. Большинство этих голосов сливаются воедино и становятся почти неразличимыми. Но со временем направление начинает преобладать, и тогда шум превращается в сигнал. Следующая строка оказалась еще более загадочной. Когда сердца говорят разное, мера растет медленно. Когда сердца начинают желать одного и того же, мера растет быстро. Исследователи долго спорили о значении этой фразы. Некоторые считали ее философской метафорой, другие предполагали, что речь идет о коллективном поведении людей. Но затем был расшифрован фрагмент, который заставил многих пересмотреть свои выводы. Согласно тексту, каждая цивилизация достигает точки, после которой ее показатель начинает расти экспоненциально. Момент, когда подсчет начинает двигаться значительно быстрее. Именно после этого на плите впервые появляется изображение странного устройства. Оно состояло из нескольких концентрических кругов. В центре находился символ сердца, а под рисунком была надпись из 7 слов. Тогда счетчик шума сердец начинает видеть ясно. Именно эта фраза породила вопрос, на который исследователи не могут ответить до сих пор. Если счетчик действительно существует, то где он находится сейчас? Ответа не было. По крайней мере, до тех пор, пока исследователи не обнаружили еще один артефакт. Он найден почти случайно, в зоне, которую ранее считали полностью исследованной. Внутри находился небольшой каменный цилиндр. Его поверхность покрывали те же символы, что и на плите. Но самое странное находилось внутри. Когда цилиндр просветили, оказалось, что в его центре скрыта полость с идеально круглым каменным шаром. На шаре была нанесена схема, несколько концентрических окружностей, и снова появилось число 27, точно такое же, как и на первой плите. И одна подвижная метка возле края. Именно она привлекла внимание ученых, потому что все остальные отметки были высечены в камне. Это выглядело иначе, словно ее перемещали после создания артефакта. Расшифровка заняла месяцы, но одна деталь изменила все. Подвижная метка совпадала с незавершенным циклом на первой плите, будто оба объекта являлись частями одной системы. Но настоящая сенсация произошла позже.
На внутренней стороне цилиндра удалось расшифровать короткую надпись. Она состояла всего из одного предложения. Когда стрелка приблизится к пределу, шум станет слышен всем. Именно тогда ученые впервые задумались, что древние авторы могли говорить не о мистическом символе, а о реальном процессе, который постепенно усиливается внутри человеческой цивилизации. И если верить следующей строке, этот процесс обладает одним опасным свойством. Чем больше людей участвуют в нем, тем быстрее начинает двигаться стрелка счетчика. А это означало, что никогда прежде в истории она не двигалась так быстро, как сейчас. Именно здесь исследование приняло неожиданный оборот. Среди поврежденных строк цилиндра обнаружился фрагмент, который десятилетия не считался неподдающимся переводу. Когда специалисты восстановили недостающие символы, они получили текст, которого никто не ожидал. Он гласил: «Стрелка движется не от времени, стрелка движется от выбора». Эта фраза противоречила всем предыдущим предположениям. Если счетчик зависел не от прошедших лет, значит его показания определялись чем-то другим. Ученые вновь вернулись к загадочному понятию шума сердец. И тогда они заметили еще одну закономерность. Во всех текстах шум описывался не как зло и не как добро. Авторы никогда не делили людей на правильных и неправильных. Вместо этого они постоянно говорили о другом, о разрыве между тем, что человек показывает миру, и тем, чего он действительно хочет. Следующая строка звучала еще страннее. Шум рождается там, где намерение скрывается от самого себя. Исследователи спорят о значении этих слов до сих пор, но именно после них в тексте впервые появляется объяснение того, почему некоторые циклы завершались раньше других. Согласно надписи, цивилизации исчезали не тогда, когда становились бедными или слабыми. Они достигали предела тогда, когда большинство переставало различать собственные направления. Когда люди больше не могли ответить на простой вопрос, ради чего все это происходит. Именно в этот момент, как утверждали авторы, счетчик начинал ускоряться. А под этой строкой находилась последняя сохранившаяся запись. Очень короткая, всего несколько слов, но именно она заставила многих исследователей назвать находку самым тревожным документом своего времени. Запись гласила: «Самый высокий шум всегда кажется нормой тем, кто находится внутри него». Однако на этом текст не заканчивался. Ниже находилась часть надписи, которую долгое время считали декоративным орнаментом. Только после компьютерной реконструкции стало понятно, что это еще один слой записи. И именно он содержал описание того, что происходит после завершения подсчета. Вопреки ожиданиям, там не говорилось ни о катастрофе, ни о наказании, ни о конце мира. Вместо этого авторы использовали совершенно другую формулировку. Когда мера будет достигнута, наблюдение закончится. Это выражение уже встречалось на первой плите, но здесь рядом появилась дополнительная строка. Наблюдение заканчивается не по их решению, наблюдение заканчивается по нашему выбору. Именно эта фраза вызвала больше всего споров среди исследователей. Кто такие мы? Авторы текста, все человечество или сама цивилизация, проходящая цикл? Ответа не существовало, но затем ученые обнаружили еще одну закономерность. Каждый раз, когда в документе упоминался предел, рядом появлялся один и тот же символ – открытая дверь, та самая, которую ранее нашли возле последних строк плиты. Дверь никогда не изображалась закрытой, никогда не сопровождалась предупреждением об опасности. Наоборот, в тексте она называлась «переходом». Авторы утверждали, что после завершения подсчета цивилизация не исчезает, она просто перестает быть объектом наблюдения. Но самое странное заключалось в другом. Возле символа двери всегда находилась короткая подпись, всего 4 слова: «Они не выбирают за нас». И именно поэтому исследователи начали подозревать, что весь комплекс был посвящен вовсе не наблюдателям, он был посвящен людям. Последний фрагмент оказался самым поврежденным. От него сохранились лишь отдельные строки и несколько десятков символов.
Но именно в этих обрывках находилось главное послание всего текста. Авторы словно пытались оставить будущим поколениям не пророчество, а напоминание. Они снова и снова повторяли одну мысль. Ни одна цивилизация не знает, в каком месте шкалы находится ее стрелка. Ни один народ не может увидеть полный счетчик. Каждый видит только собственную эпоху, только собственные проблемы, только собственные цели. Именно поэтому шум становится незаметным. Люди привыкают к нему, считают его естественным фоном. Но затем следовала последняя сохранившаяся строка, самая короткая во всем документе. Шум не опасен, опасно забыть, что он существует. После нее текст обрывался окончательно, без объяснений, без выводов, без ответа на главный вопрос: существовал ли когда-либо счетчик шума сердец на самом деле? Для официальной науки ответ очевиден. Никаких доказательств существования наблюдателей не найдено, никаких подтверждений древнего подсчета не существует. Возможно, все это лишь сложная философская аллегория, созданная неизвестными авторами тысячи лет назад. Но одна деталь остается неизменной. На протяжении всей истории человечества менялись империи, государства, технологии и религии, менялось почти все, кроме одного вопроса: что на самом деле движет нашими выборами? Авторы древнего текста считали, что именно этот вопрос определяет направление целой цивилизации. Возможно, они ошибались, возможно, были правы, мы не знаем. Официальная наука считает это мифом, но текст не утверждает, что это миф. Он описывает систему, которая уже работает. Но есть вопрос, на который нет ответа. Если счетчик существует, он уже работает сейчас. И тогда остается только одно: где находится наша стрелка? Напишите в комментариях, как вы интерпретируете эту находку, и подписывайтесь, если хотите больше подобных расследований.